Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители канала Дом и сад Александра. Сегодня такое небольшое видео, которое я захотела снять, чтобы поделиться с вами моими будущими посадками осенью. Сегодня уже 1 октября и пора заниматься жизнью впрок. У меня сегодня пришла посылка с корнями пионов. И вот я ее получила и хочу вместе с вами посмотреть, какого качества корни пионов сегодня поставляют поставщики. Для того, чтобы вы понимали всю предысторию, я освещу несколько моментов перед тем, как мы будем открывать эти корни. Я заказывала их онлайн, заказывала в интернет-магазине. Цены довольно низкие, я бы сказала, по сравнению с другими поставщиками. Но я заказала немного, потому что относительно других растений пионы это довольно дорогие, я бы так сказала. Растения, ниша достаточно дорогая, поэтому тут не разгонишься. Заказала я корни такого необычного гибрида. Aged Salmon – это молочноцветковый пион, внутривидовой сорт. Цветет он обычно в середине сезона, начиная с конца мая и до середины июня. Сорт был выведен в 1981 году. Оригинаторы Казин и Клем. Очень известные, кстати, оригинаторы. Пион пользуется большой популярностью. Высота растения примерно 85 сантиметров. Прочные стебли. Цветки розово-лососевого оттенка, которые со временем, по мере отцветания, приобретают персиково-кремовый окрас. Цветы густо-махровые, розовидной формы. Размер цветка довольно большой, 15-20 сантиметров. Этот пион должен быть розово-кораллового цвета, пышный такой красивый пион, хорошо набитый. Ну и сегодня я получила посылку на почте. Посылка пришла из Укрпочты. Обошлась она мне больше, чем в 1500 гривен. Это 3 корешка, то есть если перевести из гривен в доллары, чтобы это было понятнее, то это примерно $35, вот так, чтобы вы ориентировались. Но посылка пришла, скажу я вам, не в лучшем виде. Я открывала там и смотрела. В общем, сейчас и вам хочу показать, чтобы вы увидели, что за такие деньги продают наши онлайн-магазины. Это вот такой вот ящичек. Здесь должно быть 3 корешка. Вот они, видите? Вот так вот они упакованы. Сейчас посмотрим поближе. То, что они продают, они не фиксируют, какое количество почек должно быть. Ну, обычно продают 3-5 почек, это более дорогие растения, а 2-4 почки более дешевые. Я сначала, когда вскрыла эту посылку на Укрпочте, я увидела, что вот видите, вот здесь вот эти старые корешки, они покрыты грибком. Это мне все придется обработать. Я бы, конечно, отказалась, но решила все-таки получить и посмотреть, как будут дальше развиваться события. Вот они замотаны. Значит, тут все мокрое, внутри опилок. Так, 3 корешка. 3. Каждый из них имеет, значит, этот имеет, смотрите, на этом практически 6 почек. На этом 3 почки, на этом 2 почки. Но вот это все надо обрезать. Все надо обрезать и все надо обрабатывать с помощью противогрибковых средств. Хотя сам пион выкопан
ну, не очень давно корешок, вот эти вот всасывающие корешки, вот один уже отпал, а эти корешки немножко слабоватенькие. Но гнили как таковой нигде, похоже, что на самих корнях нет. Но нет и больших клубней, которые вот питают сам пион. То есть это такие корешки, которым может года полтора, не больше. Сейчас мне придется обрезать их. Вот эти вот все покрытые гнилью стебли, остатки стеблей, и положить все это в фунгицид, чтобы фунгицид их обработал. Еще что хочу сказать. Уже даже по цвету почки можно определить, какого цвета будут пионы. Посмотрите, какая тут почка. Она такая бело-розовая. Вот видите? Бело-розовая. Здесь вот есть этикетка, написано пион Эчтес Салмон корневища. Вот, все, что мне написали. Так. Пойдем заниматься. Сделаем сейчас раствор противогрибкового средства. Замочим и выдержим. А потом через 4-6 часов, а может быть даже и завтра, будем сажать в открытую почву. Ну и теперь еще несколько слов скажу о том, как работает эта система. В общем, по факту должен эту посылку отправлять какой-то предприниматель или какая-то фирма, компания, которая занимается этими корешками. Но я получила от физического лица, хотя на сайте там как бы компания. Вот так. Значит, я заплатила 1500 гривен за сами пионы, за перевоз средств 40 гривен и еще и за доставку 35. Вот такое вот недешевое удовольствие. Ну что ж, будем готовить раствор фунгицида. Вот у меня ацедан. Это фунгицид и контактного, и системного действия. Достаточно экономная упаковка. Килограммовый пакет. У меня вот здесь вот 2 литра чистой воды. И положим чайную ложку ацедана. Он довольно летучий, поэтому работать надо аккуратно. Такой вот желтый растворчик. И в нем замочим наши корешки. Пионовые корешки я обрезала, чтобы проверить. Вот убрала вот здесь вот верхушки. Тут были немножко налеты гриба. Убрала. Видите, дальше практически чистые основания веточек. Теперь и здесь же я обрезала. Вот тоже видно, что корешок белый, чистый. То есть надо проверить вот таким путем срезания обыкновенным секатором. Вот видите, надо проверить, чтобы не было гнилых корней. Вот я их обновила и теперь поставлю вот так вот в воду, окуну прям по самое не могу, потому что эти все грибковые инфекции из-за того, что очень много питательных веществ в корнях пиона, сахаров, они очень быстро распространяются. И если вы не будете обрабатывать, то в конце концов гриб съест все ваши пионы при посадке. И весной он просто не покажется. Так и останется в виде гнилей в почве. Все, замочены пионы на 2-4 часа. После этого будем высаживать их уже в почву. Ну что ж, продолжим сажать пионы, которые мы запланировали к посадке. Вот, видите, они в каком состоянии. Они здесь в фунгициде. Я показывала, как я это делала. Замачивала, потому что там были остатки гнили. Такие вот
которые образовались при транспортировке или при хранении где-то там в складе. Шаду. Значит, я сейчас уже раскопала лунки для пионов. Довольно сухо у нас. Лунка вот такая вот. Глубина лунки примерно 40 сантиметров. Больше не нужно. Корешки небольшие. Сейчас я залью водой. Луночка немножко пропитается и будем сажать. Хочу сказать, что многие высаживают пионы в очень удобренную почву, куда ложат компост, перегной. Потом еще добавляют там пепел. Это все замешивают, делают большой пирог. А потом сверху засыпают его землей и высаживают пионы. Ну так я вам хочу сказать, что пионы, они не любят азотные удобрения. Просто ваши корни могут пропасть. Загнить. Так, теперь смотрим. Если что-то у вас есть вот из таких вот удобрений, то не надо его ложить. Лучше положите какие-нибудь такие долгоиграющие, очень старый компост или даже я бы сказала гумус. И то немножко. И немножко пепла, потому что пион любит щелочную почву, слегка щелочную. Вот так мы поставили. Теперь посмотрим на глубину почки. Вот почки. 4 почки здесь ростовых. Они должны быть на глубине 3 сантиметра от поверхности почвы, когда вы засыпете этот пион уже почвой. То есть не более 3 сантиметров. Если будет углублен пион больше, чем на 3 сантиметра, почки вообще могут отгнить, загнить и пропасть. Поэтому внимательно за этим следите. Ну и теперь засыпем. У нас, к сожалению, довольно сухо. Но будем заливать, поливать. Время только сегодня 2 октября. То есть еще времени у нас вполне достаточно. Засыпаем. Все. Вот наш пион уже и посажен. Теперь поставим меточку. И по возможности поставить надо табличку, что это за пион. Теперь надо немножко утрамбовать, чтобы почва хорошо обложила корешки, чтобы было поменьше таких воздушных прослоек. Ну не совсем, чтобы немножко уплотнить, я еще полью. Завтра приду посмотрю, насколько осел грунт, и еще подсыплю, если почка будет на поверхности. Проверю глубину и подсыплю еще. Ну вот, собственно говоря, и все, что нужно сделать с пионами при осенней посадке. Да, хочу еще сказать о габаритах. Значит, глубина посадки, яму вы должны выкопать глубиной 40 сантиметров, а ширина ямы должна быть примерно 70 сантиметров, потому что обычно приходят корни довольно большие, им надо хорошо разложиться в этой яме, которую вы приготовили. Ну и расстояние между рядами, садоводы и компании, которые выращивают пионы, рекомендуют где-то сохранять в размере 70 сантиметров. Ну что ж, всем пока, скоро увидимся. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии.